Президент начал спецоперацию и намерен решить вопрос силой. Войска направлены к границам. Диктатор просит о помощи союзников. Но поможет ли Москва? Дальнобойные удары по России, полный блэкаут неминуем. Командующий обратился напрямую к россиянам. Теракт или халатность властей? Улицы столицы взорвались после катастрофы. Президент вышел к толпе. Предательство или продуманная стратегия? Европа ослабляет санкции, и кремлевские замороженные активы начинают оттаивать? Или что происходит с российскими миллиардами? Об этих и других главных событиях утро воскресенья 2 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Россия погрузится во тьму. Украинские силы беспилотных систем анонсируют блэкаут в Федерации. Там прямо заявляют, силы обороны готовят удары по России, которые могут вызвать отключение электроэнергии, и добавляют, что население вынужденно адаптируется, а беспилотные группы сил беспилотных систем вместе с другими элементами системы глубинного поражения обеспечат стремительную операционную адаптацию противника. Командующий силами беспилотных систем заверил, что блэкаут — это только неудобства, которые россияне переживут, и пообещал продолжение ударов по критической инфраструктуре. Блэкаут – это не страшно, это немного каких-то неудобств. Привыкайте, но всей болотной территории полет свободной птицы, он непредсказуем и не по расписанию, поэтому он и называется свободной украинской птицей. Бровди также отметил, что в тылу противника уже фиксируется дефицит бензина, а газ и нефть становятся быстро сгораемыми ресурсами. Слова, которые отражают ставку на удары по топливной логистике и объектам снабжения. Если угроза окажется реальной, последствия будут двухуровневыми. Непосредственные – это перебои в электроснабжении и логистике, и долгосрочные – рост затрат на восстановление и усиление уязвимости тыловой инфраструктуры. Украина продолжает демонстрировать способность выводить из строя объекты далеко за линией фронта. Российские деньги в Европе начали испаряться. Евроклир неожиданно начал размораживать активы россиян без разрешения США. Впервые за 3 года. Уже есть как минимум 3 успешных случая разблокировки средств у разных брокеров. Евроклир – это один из крупнейших европейских депозитариев, через который проходят международные операции с ценными бумагами. И сейчас он смягчил режим блокировки российских активов. Ранее для того, чтобы разблокировать эти активы, требовалась лицензия американского управления по контролю за иностранными активами. Теперь эта лицензия больше не нужна, если выполняются 3 условия. В транзакции не участвуют американские лица или компании, перемещение активов происходит внутри системы Евроклир, и у инвестора есть лицензия казначейства Бельгии, которая разрешает операции с этими бумагами. Другими словами, Европа впервые частично отвязалась от американских санкционных процедур в вопросе замороженных российских активов. Это не означает автоматического размораживания всех счетов, но дает возможность отдельным инвесторам, получившим бельгийскую лицензию, переводить или продавать части активов без участия США. Ряд юридических фирм уже подтвердили получение официального письма от Евроклир с обновленными правилами. После блокировки 2022 года в Евроклир и Clearstream застряли активы россиян на сумму около 64 миллиардов евро. За последние годы получилось разморозить только часть. Корпоративные евробонды на почти 25 миллиардов евро, гособлигации на практически 18 миллиардов евро и акции на 113 миллионов евро. Новый шаг Евроклир может стать поворотным моментом в долгой истории замороженных средств. А вот зрада это или перемога, давайте думать вместе. Пишите в комментарии свои мысли обязательно. Над Каракасом сгущаются тучи. Американские СМИ пишут, что США готовы нанести удар по Венесуэле. По данным The Wall Street Journal и The Miami Herald, Белый дом уже выбрал цели. Порты и аэропорты, где, как утверждают в Вашингтоне, действует наркокартель «Картель де лос Солес». Речь идет о точечных ударах по объектам, связанным с контрабандой наркотиков. Более того, Вашингтон якобы стягивает силы к берегам Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп, опять же, якобы направил в Карибский бассейн около 16
16 тысяч военных, крупнейшую группировку региона за последние годы, пишет об этом The Washington Post. В операции задействованы 8 боевых кораблей, атомная подлодка, стратегический бомбардировщик Б-52 и истребители F-35. К ним присоединился авианосец Джеральд Форд с 5 кораблями сопровождения. Тем временем в Каракас прибыл российский Ил-76, связанный с вагнеровцами. Самолет компании «Авиакон Зиотранс», находящийся под санкциями США, Канады и Украины, зафиксировали на местном аэродроме. Журналисты утверждают, что операция может начаться в ближайшие дни, а возможно и часы. Дональд Трамп, впрочем, все отрицает, называя сообщение домыслами прессы. Правда ли, что вы рассматриваете военные удары по Венесуэле? Нет. Принято ли какое-то решение по этому поводу? Нет, это неправда. А вот Мадуро просит у Москвы, Пекина и Тегерана и делает открыто, рассылает письма. На фоне усиления присутствия США в Карибском бассейне венесуэльский правитель направляет просьбы о военной помощи, пишет The Washington Post со ссылкой на внутренние документы американского правительства. По данным издания, письмо Путину должен был доставить высокопоставленный помощник Мадуро. Отдельное послание, адресованное председателю КНР Си Цзиньпиню с просьбой расширить военное сотрудничество для противодействия росту напряженности с США. Ну а параллельно министр транспорта, как следует из документов, координировал поставки военной техники и дронов из Ирана. Со временем положите конец угрозам, положите конец милитаризму, положите конец лицемерию и уважайте права и мир наших народов Америки и народов всего мира. Остановите войны. Союз, мир и сотрудничество – вот чего мы хотим. В документах перечислены конкретные запросы: пассивное оборудование для обнаружения, подавители GPS и почти наверняка беспилотники с дальностью полета в 1000 километров. Такие возможности потенциально меняют расклад в регионе. Дальнобойные беспилотники и средства глушения серьезно осложняют операции противника и создают риски для гражданской авиации. Каракас готов искать сразу несколько внешних покровителей, лишь бы сдержать рост американского военного присутствия. Для Вашингтона это повод для тревоги. Новые поставки вооружений из Ирана и усиление связей с Россией и Китаем способны ускорить милитаризацию конфликта в регионе и поднять ставки в геополитической игре. Болгария ведет тайную политику, переговоры и пытается договориться. Санкции Трампа против Лукойла могут оставить страну без топлива, говорят в Софии. Также там тайно прощупывают почву в Вашингтоне, добиваясь исключения из американских ограничений. Об этом пишет Политико со ссылкой на собственные источники. Речь идет о гигантском нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе, крупнейшем на Балканах и обеспечивающем до 80% топлива в стране. После объявления Трампом санкций против Роснефти и Лукойла Болгария опасается, что западные банки откажутся работать с предприятием и производство остановится. В Софии опасаются, что кризис сыграет на руку президенту Румену Радеву, которого считают пророссийским и который, по слухам, готовится создать новую партию. Бывший министр экологии Юлиан Попов признает, у правительства нет запасного плана и без решения по Лукойлу дефицит топлива практически неизбежен. Он предлагает взять завод под государственный контроль с помощью международной комиссии экспертов. Но часть аналитиков считает угрозы преувеличением, а часть нет. Сейчас мы действуем в панике. После целой недели уверений, что все в порядке, этот запрет был принят в последний момент. Мы подали запрос о срочном закрытом заседании, чтобы получить информацию о реальной ситуации на топливном рынке. Очевидно, это реакция на чрезвычайную ситуацию. Мы опасаемся, что так называемые 90-дневные запасы на самом деле не являются запасами на 90 дней. Тем не менее, за фасадом дипломатии реальная дилемма. Если США не дадут отсрочку, Болгария рискует оказаться первым европейским заложником новой нефтяной блокады. Десятки тысяч людей вышли на улицы ровно через год после того, как под рухнувшей крышей железнодорожного вокзала в Нови-Саде в Сербии погибли 16 человек. В 11:52 в момент катастрофы город замер на 16 минут молчания. Толпы людей, пришедшие на площадь у станции, несли белые цветы и красные сердца с именами погибших. Среди скорбящих мать, потерявшая единственного ребенка, она упала на колени в слезах у входа в вокзал. Эта трагедия породила всесербское протестное движение. Студенты и преподаватели обвиняют власти в коррупции, из-за которой, по их словам, и рухнула плохо отремонтированная крыша. Многие шли пешком сотни километров, чтобы заявить: за смерть людей отвечает система, построенная на кумовстве.
Ovi ljudi nisu slučajno nastradali, nego je Эти люди не погибли случайно. Это следствие плохой системы и плохой политики. Это наименьший вклад, который мы, как граждане, можем внести. Мы приехали, хотя находимся далеко от Нови-Сада, но в подобных вещах расстояние не имеет значения. Это просто проявление человеческого сочувствия к тем, кто погиб, и к семьям, которые потеряли своих близких. Президент и спикер парламента, напротив, намекают, что обрушение могло быть терактом, чем лишь усиливают гнев протестующих. Тем не менее, Александр Вучич появился на церемонии памяти в Белграде, зажег свечу и объявил 1 ноября днем общенационального траура. Nigde nas neće dovesti to što... Взаимные обвинения ни к чему не приведут. Только работая вместе, мы можем создать что-то лучшее. Настоящая справедливость должна быть достигнута ради жизни, потерянных в тот роковой день. С этим мы все согласны. Но это должна быть не уличная справедливость, а та, что устанавливается в институтах. Кто-то может считать, что эти институты не способны действовать, но это единственные институты, которые у нас есть, и мы должны поддерживать их и требовать, чтобы они выполняли свою работу. Но для тысяч сербов этот день не только траур, но и протест против власти, чьи обещания безопасности рухнули вместе с той самой крышей на вокзале в Нови-Саде. Новый рекорд на дне Тихого океана. Ученые нашли рыбу, обитающую на глубине более 8 километров. Камеры экспедиции Центра глубоководных исследований засняли ее в Изуагасаварском желобе к югу от Японии. Это самая глубоководная рыба, которую когда-либо удалось увидеть. Ранее рекорд принадлежал обитательнице Марианской впадины, найденной на глубине 8178 метров. Теперь же в Изуагасаварском желобе зафиксированы рыбы-улитки на 8022 метрах и еще один вид, пока неопределенный, на глубине 8336 метров. Профессор Алан Джеймисон отмечает, что решающим фактором стала не глубина, а температура. Воды этого желоба примерно на 1 градус теплее, чем в Марианской впадине, и именно это позволяет жизни существовать там, где давление чудовищно. Большинство рыб-улиток живут значительно выше, но некоторые сумели приспособиться к условиям, которые не выдержал бы ни один другой позвоночный. Они вырастают до 25 сантиметров и питаются рачками, собирающими органические остатки, медленно оседающие из верхних слоев океана. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.